В далеком 1939 году, узнав о том, что военные скоро зайдут в Париж, 23-летняя молодая женщина в спешке покинула свою квартиру в столице. Она отправилась в южном направлении, где было более безопасно. Все эти годы женщина исправно оплачивала коммунальные платежи, но обратно так и не вернулась. Когда в 2010 году, после ее смерти, наследники узнали о квартире, то они были просто шокированы, едва переступив ее порог. В 1939 году хозяйка квартиры мадам де Флориан вынуждена была уехать из Парижа в страхе за свою жизнь, корпус городу грозил захват немецкими войсками. Она забрала с собой только самое необходимое, а квартиру заперла на ключ. После окончания Второй мировой войны женщина имела возможность вернуться обратно, но по каким-то причинам этого не сделала. 70 лет мадам де Флориан платила за аренду квартиры, но никто из родственников не знал о ней. Женщина умерла в возрасте 91 года, и только тогда родным стало известно о наследстве. Для оценки вещей, находившихся внутри апартаментов, был приглашен аукционист Оливье Шопен-Жанври. Специалист и его команда были невероятно взволнованы, корпус понимали, что квартиру не открывали с 1939 года. Дрожащими руками Оливье Шопен-Жанври прокрутил ключ в замочной скважине, открыл дверь, и от увиденного у него перехватило дыхание. Время словно застыло в апартаментах. Мебель 1900-х годов, ставшая уже антиквариатом, столовые приборы, картины, снятые со стен. Возможно, мадам де Флориан планировала забрать их, но ей этого не удалось сделать. На резном туалетном столике стояло множество косметических баночек, щетки для волос, будильник. Все это покрыто слоем пыли и паутины. Самым ценным предметом в парижской квартире оказалась картина с изображением дамы в розовом платье. Как выяснилось позже, это был портрет предыдущей хозяйки апартаментов, бабушки мадам де Флориан, Марты де Флориан. В 1880-х годах она блистала на сцене, слыла светской львицей и имела обожателей среди самых высокопоставленных лиц, включая премьер-министров и президента. Портрет принадлежал кисти итальянского художника Джованни Балдини. Там же в квартире было найдено письмо от живописца с признанием в любви Марти де Флориан. Эта картина ушла с молотка за $3,4 миллиона. Так она стала самым дорогим полотном художника. Родственники мадам де Флориан, безусловно, остались довольны наследством, но они так и не сумели понять, почему бабушка до конца своих дней не раскрыла тайну о владении этими сокровищами.